участниц первой группы. Агата Морозова, Санкт-Петербург. Агата Петрова, Санкт-Петербург. София Сарновская, Москва. Елизавета Лапутина, Свердловская область. Лидия Плескачева, Москва. Диана Минто, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. Юниорский финал Гран-при по фигурному катанию на коньках 2026 года входит в свою финальную стадию. Это произвольные программы, которые сегодня будут исполнять юниорки и юноши одни за другими. Девушки первыми покажут свои длинные программы, наполненные эмоциями, огромным количеством прыжков, в том числе элементами ультра-си. И мы обязательно должны обсудить, у кого же какие элементы будут на этом ответственном соревновании. Ну и, конечно же, насладиться борьбой и красотой того, что сегодня будет происходить на арене «Трактор» в Челябинске. Арена, безусловно, знаменитая и всеми нами очень любимая. На комментаторской позиции Василий Соловьев и мои дорогие друзья по настроению, по духу, по любви к фигурному катанию и, конечно же, по ответственному отношению к тому, что сегодня происходит на стадионе. Анна Щербакова, Михаил Коляда, приветствую вас. Всем привет. Всем привет, дорогие друзья. Ну что ж, развязка близко, совсем близко, потому что турнирная таблица очень плотная после коротких программ у девушек. И сейчас уже видим первую группу, которая разминается очень активно. И все заряжены. И вот прям по глазам читается, что все готовы бороться до конца. Да, и если в короткой программе нету права на ошибку, и каждая ошибка может тебя откинуть далеко вниз, то произвольная — это возможность идти на риск и взбираться вверх по турнирной таблице. И поэтому всегда непредсказуемо, что же будет в итоге. Две Агаты из Санкт-Петербурга, Морозова и Петрова, открывают эти соревнования. Агата Морозова, ученица Ольги Ефимовой и Василия Попова, прекрасной тренерской пары из Санкт-Петербурга. Кататься она сегодня будет под Лебединое озеро. И, конечно же, мы ждем от нее возрождения, не просто как у лебедя, а как у настоящей птицы Феникс в произвольной программе. Потому что вчера, конечно, нам было очень больно наблюдать за тем, как Агата расстроилась после своей короткой программы. Мы знаем, что бывают, особенно в таком тонком виде спорта, как фигурное катание, такие моменты, когда вдруг не получается, и хоть ты тресни, и так ты пытаешься, и сяк. Вот такое, к сожалению, полоса у Агаты Морозовой в последнее время. Вслед за ней будет кататься Агата Петрова. Агата Петрова тренируется в школе Алексея Николаевича Мишина, Татьяны Николаевны Мишиной. Алексей Николаевич и Татьяна Николаевна приехали на эти соревнования. Конечно, взрослый гран-при, финал начинается тоже сегодня. Они уже здесь, в рабочем режиме. Агата Петрова, спортсменка, которая в детстве занималась параллельно художественной гимнастикой. Фигурное катание, как сказано в ее интервью, пришла, чтобы кататься не хуже Платона. Это ее брат-хоккеист. Ну и уж точно не хуже Платона сейчас катается Агата. Ну вот, не задалась короткая программа немного. Будем ждать от нее тоже возвращения. Ее любимый хэштег во всех ее публикациях «Лучшее впереди». И вот точнее, наверное, не скажешь про то настроение, которое спортсмен должен в себе культивировать перед началом каждого проката. Вслед за ней София Сарновская, самая молодая спортсменка
очень активная, занимается конным спортом, вышивает ковровую вышивку и снимается в рекламе. Какое-то время тоже занималась гимнастикой и по ней некоторое время скучала. Сегодня будет исполнять тройные аксели в каскаде и без в своей мощной насыщенной программе под названием «13-й воин». А тренируется она в школе Евгения Плющенко, Академия Ангелы Плющенко. Вслед за ней Елизавета Лабутина, спортсменка из Нижнего Тагила, которая тренируется у Антона Киселева и Полины Лабутиной. Живет в Нижнем Тагиле, ездит в Екатеринбург на тренировки. Мама фигуристка, папа боксер, бабушка гимнастка. Вот такая спортивная семья у Лизы Лабутиной. Прыгать она сегодня будет тройной аксель, по крайней мере, так обещает протокол. Ну и ждем от нее, конечно же, очень такого крепкого техничного выступления, как и всегда. Вслед за ней Лидия Плескачева. Ну, это спортсменка, артистка, которая демонстрирует совершенно потрясающее катание в своей произвольной под треки Фредди Меркьюри. Лидия, когда была маленькая, пришла в фигурное катание вслед за своей сестрой, которая уже закончила кататься. В 4 года занималась акробатикой, сальто, подкрут, рандаты, фляки. На фортепиано играет. И вот сегодня обещает исполнить нам четверной сальхов, тройной аксель. Ну и... То есть пока, значит, я говорю, вы сердечки отправляете. Передаем приветы нашим зрителям. Ну и не только. Наблюдаем за разминкой, потому что сейчас уже была россыпь четверных сальховов от Лидии Плескачевой. Тройные акселя прыгают, ну просто вот подряд все. Лида сегодня точно в ударе. И четверной сальхов, и тройной аксель. Очень качественно исполненные элементы. И в одну, в другую сторону. Невероятно просто. Я вот слышал, как вы охали тихонечко по поводу того, потому что видно, как она форму набрала, и она эти элементы и до этого показывала, но как будто вот так на грани. А сейчас с таким запасом, так уверенно, поэтому ну и в желаем завершении девчонкам. я представлю еще Диану Мельто, которая будет завершать эту группу. Девушка, которая из Ярославля в свое время переехала в Москву и тренируется у Светланы Соколовской. Она будет завершать сегодняшнее катание в первой группе участниц. И возвращаемся к Агате Морозовой из Санкт-Петербурга. Балет «Лебединое озеро» — максимально трагичное произведение, как настоял сам Чайковский. Именно под эту вздоховыжимательную музыку и будет кататься Агата. Но не все знают, что у балета мог бы быть и счастливый финал, как хотели балетмейстеры Мариус Петипа и Лев Иванов. Вот и сейчас и попробуем, спустя 133 года с премьеры.
Мажорными аккордами завершается эта композиция у Агаты Морозовой. И тяжело входила в прокат. И по ходу проката какие-то были, конечно, тоже отступления. Но, тем не менее, какие бойцовские качества она продемонстрировала в этом прокате. Не сдавалась, шла вперед, несмотря ни на что. Большая молодец. Да, Агата традиционно, помимо своих бойцовских качеств, прекрасную программу нам показала, балетную. И она ей очень идет, она ее очень эмоционально катает. Причем, что важно, вне зависимости от технических элементов. Как бы они ни получались или получались, всегда она вот на все 100 выкладывается в своих прокатах. Но если говорить про элементы, то мы вот обсудили и пришли к выводу, что больше это не технические сложности, а именно вот в настрое, в голове, потому что дважды за программу случалось такое, что на первом прыжке ошибка, например, на тройном луце, вот сейчас можем посмотреть луц, совершенно вообще не попала в толчок, абсолютно неудачный прыжок, а затем буквально через какие-то секунды выполняет тот же самый прыжок в каскаде чисто. Флип с ошибкой. Через несколько секунд флип в каскаде чисто. То есть технически эти прыжки не вызывают у нее такой сложности. Да, действительно, сложилось такое впечатление, что когда она идет на сольный луц, у нее все, вот луц — это вот верх, это очень сложно, это надо сделать, а когда луц Олер-Сальхов, тогда она думает уже как бы дальше о Сальхове, и поэтому луц как бы получается сам собой. Хочется отметить вращение. Замечательное вращение. Программа эта тоже ей очень сильно идет, и она ее чувствует и отыгрывает. Очень хорошо музыкальные акценты расставлены, и она все это слышит, чувствует и передает вот прям с душой. Здорово. Спирали такие парящие, прям вот катит ей эта программа, очень подходит. И, конечно же, Михаил Коляда нашел какие-то параллели с Натали Портман из фильма «Черный лебедь». По крайней мере, Ну да, издалека похоже, да. Напоминает, да. Очень красиво. Желаем Агате найти точное настроение на свои дальнейшие программы, постановки, как-то вот успокоиться, да, и в абсолютном балансе выходить на прокаты для того, чтобы все получалось. Агата, ты можешь все. Агата Петрова катается под музыку выдающегося японского композитора Дзё Хисаиси. Мастер, почти всю жизнь работавший с кинорежиссером Такеши Китано. Именно для его драматического криминального фильма «Фейерверк» и написана одна из звучащих над льдом мелодий «Золотой лев Венеции». И, конечно же, очень основательная произвольная программа. Ученица Татьяны и Алексея Мишиных из Санкт-Петербурга. Агата Петрова.
Агата Петрова тоже сражалась за свой прокат и тоже заставила нас, к сожалению, поухать немножко Агата из-за некоторых Петрова. элементов. Ну, так все пошло в такой по списку элементов наперекосяк немного, но насколько вырулила она в итоге по набору элементов, чтобы не потерять слишком много там, в каскадах и так далее. Но она сегодня боролась до конца, старалась держать образ, вот этот накал. И все-таки по технической стороне много она сегодня ошибок наделала. Да, хочется Агату поддержать, потому что, конечно, мы не привыкли видеть такие срывы. И здесь, я думаю, что нет большого смысла сильно технически вдаваться в подробности этого проката, потому что, не получилось сегодня совсем. И было видно, что это не только там какой-то настрой или психология. И на разминке было видно, что Агата сейчас не в лучшей форме находится. Много было ошибок, и даже сделанные прыжки. Было видно, что тяжело и сегодня, и вчера было. Мы не знаем всех тонкостей подготовки, да, возможно, какие-то трудности были на пути. Вот поэтому пожелаем, чтобы вот к следующим стартам и в следующем сезоне Агата всегда блистала в своей лучшей форме. Да, есть, конечно, такое вот расстройство. Мы все-таки надеялись, что те спортсменки, которые находятся в первой группе, как-то чуть-чуть будут сегодня пособраннее. Ну, тут дело не только в собранности, конечно, а в том, правда, кто в какой форме, в состоянии находится. И, как мы уже отметили на катании Агаты предыдущей Морозовой, что, видимо, проблемы в том числе какие-то просто установочные, там, в голове еще какие-то. А здесь, может быть, и физически, или вот как по ощущениям, когда прыжки Мне недостаточно показалось, высокие? что дело не только в голове, что, возможно, форма сейчас далеко от звенящей. Безусловно, такой прокат, но это очень тяжело, когда одно за другим ты понимаешь, что не получается. Конечно, к концу проката очень тяжело держать, в принципе, программу и бороться за каждый прыжок, но Агата старалась не отдавать, насколько это возможно. Такое случается со всеми спортсменами. Нужно просто двигаться дальше. Агата Петрова набирает 107,39. Татьяна Николаевна Мишина так скромно стоит сбоку, вступив вместо мужчины. Да, у Агаты Петровой такой мощный, конечно, был старт в этом сезоне. Так все было здорово и чрезвычайно обидно, что именно к пику, по идее, да, сезона, первенству и финалу не удается блеснуть. Пожелаем удачи, а на льду София Сарновская. София катается под музыку из атмосферного, реалистичного и довольно сурового фильма «13-й воин». Замечательная работа композитора Джерри Голдсмита, погружающая в атмосферу аутентичного хаоса.
Какая невероятная уверенность в катании Софии Сарновской, как и обещала. 2 тройных акселя блестяще исполнила, и все остальные прыжки и элементы просто великолепно. Поздравляем всю Академию Ангелы Плющенко с этим выступлением. Какая умничка София сегодня. Весь сезон боролась она с этими акселями. И так радостно, что на таком важном старте в конце сезона она все-таки вышла. И вот наработала на эту уверенность. И сегодня сразу вот мы видели, что читалось у нее в глазах, что она пойдет делать и не будет сомневаться ни в чем. Давайте посмотрим, потому что аксели были выполнены просто шикарно. С такого стопора девочки не часто прыгают. Это больше, мне кажется, техника ближе к мужскому исполнению. Но у Софии очень уверенно получился и первый. Вообще никаких вопросов по докруту нет. Пересматривать у технической бригады не было никакого желания, потому что тут сразу видно, что чисто. Второй, как она взмыла И второй воздух с таким вообще. вот зависом, да, что называется, баллон у нее внизу еще есть запаса. И, в принципе, все остальные прыжки тройные тоже были выполнены без каких-либо сомнений. Все четко, чисто. И действительно, вот во взгляде читалось, что вчера, это было вчера, это уже история, забыли, проехали, а сегодня мы выходим и делаем все, что умеем. А вот этот стопор в акселе, про который ты сказала, каково его техническое предназначение? Но если правильно научиться его делать, я думаю, здесь Михаил, конечно, как специалист по акселям больше сможет сказать. Я пыталась научиться прыгать со стопора, когда изучала тройной аксель, но это довольно сложно, это другая техника прыжка, когда ты не просто едешь по дуге и с нее же отталкиваешься, а когда ты резко подворачиваешь конек и как будто упираешься в лед тормозом, и если правильно это делать, то это дает тебе возможность такой свечкой вверх вылететь, вот что сегодня София и продемонстрировала. Ну, Анна, в принципе, ты все правильно объяснила. Мне даже нечего добавить. Она просто искала твоей поддержки. Отличные оценки у Софии Сарновской. И, конечно же, она сейчас впереди. И вопрос, насколько высоко она с этой оценкой поднимется. Ну, своих недавних соперниц по нижней части турнирной таблицы она обогнала сейчас на 30 баллов. Для исполнения произвольной Программа под саундтрек из кинофильма «Любовь Советского Союза». Элитный любовный треугольник. Актриса, драматург и летчик на фоне мировой катастрофы. Просто кладезь для драмы в программе Елизаветы Лабутиной.
Елизавета Лабутина. Прекрасное катание. В общем и целом программа удалась, и многое было сделано, и очень красиво. Такие прыжки, когда у нее получаются, прямо очень элегантные, мягкие. Но, к сожалению, сегодня не было тройного акселя, хотя в течение сезона разочек мы видели, что она умеет его исполнять. Сегодня все-таки хочется похвалить Лизу, что у нее после первого неудавшегося акселя, стартового прыжка, не рассыпалась вся программа. То есть она его как бы отделила от общей программы и все остальное сделала на высоком уровне. Все вращения 4-го уровня, все остальные прыжки чистые, докрученные. И тоже держала образ, как-то вот такой накал. Было видно, что во второй части на комбинации тройной луц, двойной аксель, она себя немножко ловила. То есть все-таки были такие волны в этой программе, но она боролась, она молодец, и сегодня можно ее с этим поздравить. Да, и продолжая твою мысль, вот девчонки, которые идут на элементы ультра-си, вот первый один элемент или два элемента, очень важно, чтобы был такой запас прочности на тройных прыжках, что бы ни случилось с элементами ультра-си, дальше программа была стабильная, надежная, чтобы один за другим элементы не сыпались. И вот это вот разделять, это очень важно. И вот сегодня Лиза продемонстрировала это. В конце концов, так даже лучше, чем в Красноярске, когда аксель получился, а потом многое другое не получилось. Так что... Ну, Красноярск был достаточно давно, и с тех пор она успела накатать программу, да. Век спортсмена он короткий, а наш сезон, он длинный, как ни странно. И по ходу сезона может очень многое что меняться. И в настрое, и в форме спортсмена, и в психологической подготовке. Да, но сейчас-то уж, конечно, в финальных соревнованиях сезона у нее эта программа звучит по максимуму. За исполнение произвольной программы Елизавета Лабутина набирает Елизавета Лабутина набирает меньше на 17 баллов в своей произвольной программе, чем София Сарновская. И на данный момент находится на втором месте по сумме двух программ. Две прелестным образом скомпилированные песни Фредди Меркьюри «It's a Beautiful Day» и «Don't Stop Me Now». Абсолютный гимн позитива, свободы и решимости, невзирая ни на какие преграды и невзгоды в произвольной программе Лидии Лескачевой, серебряного призера первенства России недавнего. It's a beautiful day. The sun is shining. I feel good. No one's gonna stop me now. Oh yeah. It's a beautiful day. I feel right. No one's gonna stop me now, mama. Don't stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time, having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. Good time.
Удивительный совершенно сезон проживает Лидия Плескачева, который начался с таких неприятностей в физическом плане, с травмой, и потом с каждым турниром она выступала все лучше и лучше и лучше, и получалось у нее все больше и больше и больше. И смотреть, конечно, на эту программу произвольную одно удовольствие. Лида, конечно, семимильными шагами форму в этом сезоне набирает. Действительно, после такой серьезной травмы, как она быстро вернулась в форму, и как действительно от старта к старту все больше и все увереннее мы видели элементы Ультра Си и всю остальную программу. Характера Лиды, конечно, точно не занимать. Огромная молодец. Если на первенстве России она сделала четверной и там поставлен был недокрут, то здесь по выполнению он абсолютно чистый, но, к сожалению, чуть-чуть не получился выезд. На разминке он был еще увереннее, там вообще никаких вопросов не было. Здесь по докруту тоже вопросов не было, но чуть-чуть буквально... Наоборот, там был как раз вопрос. На 6-минутной разминке, я говорю, да, там все было уверенно. А вот здесь вот видим чуть-чуть на выезде корпусом назад ушла минимально. Но вот чуть-чуть это сказалось, да, на приземлении. Но вот аксель замечательный. 3 элемента Ультра Си — это все-таки очень серьезная планка. И все-таки надо не забывать, что это первая разминка. То есть сильнейшие будут выступать во второй, а по итогам короткой программы Лида оказалась в первой разминке. Хочется добавить, что она сегодня с таким хорошим, именно спортивным настроем выходила, и она вот как паровоз тащила все на себе, и всю эту энергетику она передавала в зал и судьям, и нам тоже. И хочется действительно похвалить, 3 элемента Ультра Си были сделаны. Я позволю себе немножко поспорить. Вот на замедленном повторе мне показалось, что третий элемент, аксель сольный, был чисто исполнен. Возможно, у технической бригады немного другой ракурс, на котором четче видно приземление, потому что поставили Q. Но мне показалось, что вот как раз третий аксель меня прям восхитился, какой уверенность, она так тоже взмыла в воздух там, и как она на него заходила, на какой скорости. Да, и у нее очень четко было разделение, что сначала идет Сальхов, Аксель, Ридбергер, потом она немножечко себя отпустила, выдохнула, сделала вращение. То есть все очень так это в балансе было. Классный финал у программы. Так здорово это пересматривать. Поздравляем с этим прокатом и Светлану Панову, Татьяну Моисееву и ее тренеров из отделения «Снежные барсы» школы «Легенда». И, конечно же, она впереди, безусловно. Вопрос отрывов. На данный момент у нее по сумме двух программ на 11 баллов больше, чем у Софии Сарновской. Но еще раз, да, это всего лишь первая группа участниц. Насколько высоко сможет подняться Лидия с этим результатом, станет ясно чуть позже. А на льду Диана Мильто. Тоже у нее очень широкий артистический спектр на этом турнире, в ее постановках. После легкомысленной, кокетливой короткой программы серьезный трек. «Белый ворон» Нуреев, композитора Илана Эшкири из фильма Ральфа Файнса о знаменитом танцовщике.
Красивая программа у Дианы Мильто, ученица школы «Наши надежды» Татьяна Навка в Москве. Диана Мильто. Смелая девушка, идет на четверные прыжки весь сезон. Так решительно она старалась атаковать эту планку. К сожалению, чистых четверных не было. Но вот, тем не менее, она не сдается и добивается какого-то результата в этом элементе. Очень нежная такая программа. Очень, и очень такая драматичная, очень насыщенная. И у Дианы получается передать этот нерв. Да, конечно, с прыжками есть вопросы, но если разбирать конкретно вот Сальхов, то, на мой взгляд, она первая. Почему может не получиться? Слишком большая скорость была у нее на заходе. И второе, она не настолько уверенно встала на левую ногу и не доехала, начала слишком рано отталкиваться и крутиться, и ей как бы не хватило высоты, и, собственно, поэтому она и не выехала. Да, четверной прыжок в этом сезоне не так стабильно получается у Дианы, но она не сдается, каждый раз на него идет. И самое главное, что даже если ошибается, дальше программу старается уверенно докатывать. Может быть, какие-то минимальные шероховатости были. Вот только что мы видели флип, где небольшой недокрут был. А так и каскады во второй половине. Даже настолько она хотела сделать много каскадов, что 4 каскада сделала в своей произвольной программе. Но это никак негативно на оценке не скажется. Просто последний двойной тулуп пойдет не в зачет. Вот здесь как раз на Ридбергере двойной тулуп. Это был уже 4-й каскад в программе. Очень хотела добрать еще баллов, поэтому решила идти на опережение. Но это если в шутку, а если всерьез, то просто обсчиталась, да, по количеству каскадов. Ну, Так скорее всего, да, получается. потому что в течение сезона программа часто меняется, каскады могут переставлять, и, возможно, тут вот как раз к концу сезона накопилось несколько вариантов произвольной программы. В одном из них вот в заявке, например, Ридбергер должен был быть в каскаде, но Луц должен быть сольным. Что-то поменяли, и, возможно, вот на старте, на волнении как-то решила, что лучше больше, чем меньше. Но 2 каскада с Луцем дороже получились, чем если бы был каскад с Ридбергером. Они все равно во второй половине все. И плюс ко всему Луц с дополнительными прыжками под 13 баллов получился. За исполнение произвольной программы Диана Мильто набирает 122,75 122 балла Диана Мильто в произвольной программе позволяет ей на данный момент занять по сумме 2 программ 3-е место с отставанием в 9 баллов от Сарновской и в 20 баллов от Плескачевой. А впереди группа номер 2. Встречаем на льду участниц второй группы. Софья Смагина, Москва. Майя Сарафанова, Москва. Арина Ореховская, Оренбургская область. Алена Принева, Москва. Виктория Стрельцова, Москва. София Цепка, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. Еще 6 великолепных фигуристок во второй группе участниц в произвольной программе на финале Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Мы в Челябинске, и юниорский турнир подходит к своему завершению. Впереди только один вид, мужское юниорское катание. Но еще девушки должны расставить все по местам своей произвольной. В этой группе будут кататься Софья Смагина. Первой она будет выступать. Ученица Сергея Давыдова, с которым она работает с 7 лет. На всех стартах сопровождает Софью мама, которая абсолютно восхищена желанием дочери кататься и соревноваться. Конечно,
зачастую взрослые, мы взрослые, поражены тем, как наши дети относятся и к жизни, и к своему делу. Это все очень круто и трогательно. У Софьи Смагиной очень серьезный набор элементов. У нее четверной сальхов, четверной тулуп с двумя каскадами. Все это занесено в протокол, что называется. К сожалению, на первенстве Софья не так высоко взлетела. Особенно подкосила ее, конечно, короткая программа. Очень было это все обидно. Ну вот сейчас финал Гран-при, почему бы нет. Тренеры Сергей Давыдов, Александра Кравцова сопровождают спортсменку на этом старте. Майя Сарафанова будет кататься следующей. Ученицы Екатерины Моисеевой, Максима Завозина, Ольги Симновой. Хорошая тоже такая крепкая тренерская школа получилась у Екатерины Моисеевой. Максим Завозин в прошлом очень крепкий танцор, который был чемпионом мира среди юниоров, катался за Америку и за Венгрию с различными спортсменками. Сама Майя Сарафанова до 6 лет еще занималась художественной гимнастикой, даже выигрывала там всякие разные призы, но потом сделала выбор в пользу фигурного катания. Арина Ореховская представляет Оренбург. Первая спортсменка в этом городе, которая исполняет четверные прыжки. Сегодня будет прыгать четверной луц и четверной флип. Очень у нее такая трогательная женская программа, произвольная, в которой можно проявить свою выразительность и пластику. Тренируется она у Елены Екатерины Михайловых и остается таким преданным оренбургским жителем и оренбургским гражданином и учеником своих тренеров. Никуда из Оренбурга пока что переезжать не собирается. Алена Принева с 3 лет на льду начинала карьеру у Моисеевой. Сейчас тренируется у Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова, Даниила Глихенгауза. С 10 лет спортсменка исполняет четверные прыжки. Но вот сегодня, например, в заявке у Алены Приневой нет четверных. Что Но думаем? мне, Это судя по 6-минутной разминке, кажется, что сейчас Алена разминает четверной луц. Мы видели неудачную попытку бабочку, но мне кажется, что она сейчас готовится именно к четверному прыжку, поэтому заявка я бы здесь не стала сильно на нее ориентироваться. Алена владеет и луцем, и тулупом, и на тренировках все это делает, так что, возможно, пойдет на риск. Вот сейчас как раз заходит. Видно, точно на четверной еще ни разу попытки не было, но учитывая, как она нервничает и какие Это там... он. Да, явно готовится к четверному, но, возможно, они сейчас посмотрят на 6-минутку, решат не прыгать, так что это все такая вариативность. С Сергеем Викторовичем сейчас, я думаю, все точно решат. А так, очень интересно, конечно, наблюдать за 6-минутной разминкой. И вот София Дзепко интересно разминается. Многие здесь отдельно просто прыжки отрабатывают, а она прям берет связку и целиком вращение, прыжок, заход, вращение. То есть она вторую половину сейчас практически целиком с вращениями, со всеми шагами откатала. Мне интересно за этим наблюдать, как у всех разный подход. Ну да, потому что София Дзепко будет финальной спортсменкой в наших соревнованиях, и у нее очень много времени между 6-минутной разминкой и выходом на старт. Поэтому у нее есть такая возможность покатать как бы части из своей произвольной программы. Ну и про четверные не забываем. И вот только что как раз София исполнила тулуп. Точно так же мы видим просто россыпь четверных прыжков и тройных акселей от Вики Стрельцовой и от Софьи Смагиной. Очень много они уже прыгнули. Так, а вот и четверной луц, самый сложный четверной прыжок, что тоже интересно, Арина Ореховская на четверной луц уже не первый раз в этом сезоне заходит, но сейчас у нее в заявке стоит и четверной луц, и четверной флип первыми двумя элементами, так что очень интересно будет посмотреть, потому что заявка, конечно, мощная. Старшие четверные прыжки здесь все-таки не часто можно увидеть.
Мы так спокойно об этом говорим, хотя на самом деле это невероятно сложные прыжки, отрабатываются они годами, а наши вот юные девчонки штурмуют их и показывают на соревнованиях. Это очень здорово. А София Дзепко на какой прыжок, что отрабатывала Тулуп сейчас? четверной. Был, да. Просто тоже она в заявке решила не вставлять. Да, в заявке его нет, четверного, но да. мы видим от старта к старту, что она идет либо на 1, либо на 2 четверных тулупа. Итак, соревнования Для продолжаются. исполнения производной И программы первый на лед приглашается во второй Софья группе участниц Смагина, Москва. выступит Софья Смагина. Турция периода султана Сулеймана Великолепного и его жены Хюрем в произвольной программе у этой спортсменки. Ну и, конечно же, непростая девичья судьба. Ждем от двукратного серебряного призера Гран-при этого сезона вдохновенного катания. Короткой все было сделано правильно. Разбередила наши души Софья Смагина своим катанием, Софья таким Смагина. прямо
душу проникающим, мощным, проникновенным. Ух, молодчина. И какие потрясающие достижения сегодня у нее прыжковые. Браво, браво Софье Смагиной, этому прокату, ее настрою, потому что мы с Михаилом прям восхитились, когда она еще мимо нас проезжала, было видно этот взгляд, вот такой вот прям звериный, мне кажется, когда было видно, что она вышла прямо разорвать всех и вся и справиться с этими четверными. Вот такой настрой спортивный, вот это уважение, конечно. Да, особенно когда она выехала тройной Ридбергер, он у нее был третьим прыжком, и она так прям со злостью, с такой хорошей спортивной злостью посмотрела и на нас, и на лед, и мы прям почувствовали, меня аж до мурашек пробрало в этот момент, и прям здорово, с таким напором, с такой мощью она от начала и до конца делала свою произвольную программу. Сальхов замечательно, 4-2 тулуп-тулуп, круто. Вот сейчас посмотрим на Прям повтор. очень так надежно она Чисто. докрученно, да, приземляется. Во без второй вопросов. части программы четверной тулуп с двумя двойными акселями принес ей 17 баллов. То есть... Причем это базовая стоимость этого элемента. 17,71, да, она получила немножко меньше, 17,14. Но все равно это настолько круто во второй части программы, держа такой вот настрой и передавая настроение музыки и образа, делать четверные прыжки. Ну, здесь обидно, конечно, немножко, я думаю, вот какой-то концентрации не хватило, потому что это было уже после исполненных 3 четверных в конце программы. И да, вместо тройного тулупа получился лишь одинарный, потому что, ну, не самый уверенный был выезд тройного флипа. Немножко поторопилась она, и получился лишь одинарный. Но это такая мелочь по сравнению с тем, что она сегодня сделала. 3 четверных прыжка, чистых, докрученных. Огромная молодец. Прекраснейшее выступление. На радость тренерам, родителям. За исполнение произвольной программы Софья Смагина набирает... И она на 140 втором баллов месте опыта. по Сумма произвольной соревнований программе. 204,43. А по сумме 2 программ, Она занимает второе место. тем не менее, 3,5 балла уступает Лидии Плескачевой. И Лидия по-прежнему на вершине турнирной таблицы. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Майя В программе Сарафанова. Майи Сарафановой звучит музыка из легендарного шоу «Цирка де Солей» «Алегрия» режиссера Франко Драгона и композитора Рене Дупире. Акробатика, жонглирование, эмоциональный напор, радость, игривость и такая детская непосредственность. Именно это настроение должно быть у данной цирковой феерии.
Молодчина Майя Сарафанова, довольна своим прокатом. Очень работала на публику, на зрителей. Даже вот на комментаторскую позицию, мне показалось, все время с вами переглядывалась. И надо сказать, что всю программу вот какой-то от нее шел очень такой мощный эмоциональный посыл. Да, действительно было такое, и она каталась вот прям под стать музыке, настолько же мощно, настолько энергично, вот доделывая каждое свое хореографическое движение. Здорово. Мы видели, как на 6-минутной разминке Майя разминала четверной луц, но решила в сегодняшней произвольной программе его не вставлять. И, в общем-то, это решение полностью оправдано. Ставка была сделана на чистый прокат, он у нее получился, может быть, не совсем идеальный, но это было хорошо. А я вот задумалась, насколько у всех спортсменов разные настрои во время проката и перед прокатом. То есть кто-то находится в себе, замыкается, никуда не смотрит. Очень многие спортсмены стараются, прямого зрительного контакта сильно не ловить, да. А Майя в течение всей программы, это правда, переглядки устроила и на судей, и на нас, на комментаторскую позицию. В какой-то момент, когда увидела наши улыбки, сама, по-моему, засмеялась, заулыбалась во время проката. Вот, и ей это, видимо, не мешает, потому что и в короткой, и в произвольной программе она прям вот зрительным контактом в течение всей программы. Да помогает 100%. А что будет, когда нас не будет? На других соревнованиях. Чуть нас не будет. Вот в эти моменты, проезжая мимо бортиков, да, всегда ловили Майин взгляд и ее улыбку. Да, отличный прокат от победительницы казанского этапа серии Гран-при. Большая молодчина она в этом финале. Нет, к сожалению, вот какого-то такого ровного течения сезона, но приходится вот отмечать различные жемчужинки в ее турнирах, в ее выступлениях. Сегодня абсолютно такая жемчужинка. И она набирает Сумма за две программы 191,56 балла. 18 баллов меньше, чем Лидия Плескачева. И по сумме двух программ уступает ей 16 баллов и оказывается на данный момент на 4-м месте. Но учитывая то, как выступали Плескачева, Смагина и Сарновская, неудивительно, да, что им очень сложно составить конкуренцию. Довольно свежий трек израильской певицы Юваль Рафаэль. 9 марта ему исполнится ровно год. Для самой певицы этот трек весьма личная история освобождения от психологической травмы, потери близкого. Новый день настанет в катании Арины Ореховской. My colors in the gray, my only wish on the sky, sunshine of the day, the only song that my piano ever plays. And even if you say goodbye, you'll always be around to pick me up and take me home. My feet close to the ground, are you proud for tonight? Dreams are coming true. I choose the light and to lose if I miss you. You take my even if you say goodbye, you did
Блестяще, блестяще. Арина Ореховская, как ей идет эта программа, мне кажется, Арина она ей Ореховская. самой очень нравится, с таким чувством она ее катает и сделала такие потрясающие в начале четверные. Класс. Не перестаем восхищаться нашими девчонками и элементами ультраси, которые они показывают, и характером, потому что все-таки такие элементы требуют колоссальной работы на тренировках, огромной физической подготовки, но и, конечно, железных стальных нервов, потому что это, когда работа идет на пределе твоих возможностей, выйти в нужный момент, собраться, и при этом, усложнив свою программу, Арина пошла на 2 самых сложных четверных прыжка, на 2 разных четверных прыжка, луц и флип, и пусть и в моменте мы видели, что луц, может быть, самую малость был недокрученный, а флип чуть посильнее, конечно, да, это то, над чем еще стоит поработать. Давайте сейчас посмотрим флип. Ну да, видно, что пока что еще в недокрут, но тем не менее заявка просто мощнейшая. 2 самых сложных четверных, так еще и все 3 каскада во второй половине она исполняет, не оставляя себе права на ошибку абсолютно. Умница. Да, действительно умница. Все-таки судьи очень много элементов поставили на пересмотр. Сейчас эти красные квадратики у нас в протоколах отображаются все меньше и меньше. Придираются сегодня судьи очень сильно и находят неясное ребро на флипе. Причем на тройном находят, на четверном нет. Да, ну вот, кстати, удивительно, как это вообще возможно. А я вот сейчас на четверном смотрела, мне показалось нормально было. Тройной. 2 вращения 4-го уровня, заклон финальный 3-го. Все было сделано вот как в единой такой композиции. Здорово, классно. Поздравляем Оренбургскую школу фигурного катания. Это действительно очень серьезный уровень. Радость у тренеров и у спортсменки на лицах. Да, вот эти недочеты микронные, они совершенно, самое главное, не сказываются на том, как эта программа выглядит для нас, для простых зрителей. Все настолько было полетно и с чувством, как уже было сказано. Песня-то непростая, там есть боль, там есть своя какая-то история. Безусловно, Арина прекрасно знает, о чем и как поется эта песня, и видно, как она проживает ее в своей произвольной программе. Большая молодец. Судьи все еще продолжают работу над оценкой. То, о чем сказал Михаил, там были отмечены элементы на пересмотр. И вот только сейчас погас последний красный квадратик у нас на мониторе контрольном судейском, который позволяет нам надеяться, что оценка выставлена будет. Может гордиться спортивная школа имени Николая Гейтса в Оренбурге своей ученицей, которая вот растет и прогрессирует, безусловно, от старта к старту. Интересно, что будет дальше. Причем Арина, она еще такая девушка довольно-таки высокая. И вот если девушка изначально высокая, как предполагается дальше, рост, он, наоборот, менее существенный бывает. Но здесь все индивидуально. Ну, то есть уже выросла в 14 лет, получается, или будет расти еще, это тогда уже будет сложно для четверных прыжков. Ну, в принципе, четверные прыжки прыгать сложно. Если ты большой или ты маленький, это уже не важно. Пожелаем просто Арине удачи. Сумма за 2 программы. И спортивного роста 199,67. Дальнейшего. На данный Итак, момент она занимает на 3-й третье позиции место. по сумме 2 программ. По произвольной она заняла 4-е место, пропустила вперед еще и Софию Сарновскую. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Алена Принева. Мощный Москва. и драматичный ремикс лунной сонаты Бетховена в произвольной программе Алены Приневой. Максимально широкий эмоциональный и хореографический спектр в своих программах демонстрирует эта спортсменка из школы Тутберидзе.
Серьезная программа, трогательное катание. Алена Принева шла на максимум, старалась сделать в начале своей программы четверной прыжок. Видимо, в том числе осознавая, что если хочется не только побороться за какие-то высшие строчки, но даже вот сохранить какую-то позицию, для этого нужно идти на технический риск. Видимо, что сама Алена очень расстроилась, хотя прокат очень достойный. За исключением первого падения с четверного луца, на секундочку, самого сложного четверного прыжка. За исключением этого грубых ошибок в программе не было. Да и, в принципе, ошибок больше в программе не было. Давайте сейчас посмотрим. С луцем она боролась и на 6-минутной разминке, и перед прокатом его разминала. Честно скажу, чистую попытку мы так и не увидели. Но в прокате очень-очень хорошая попытка. То есть сразу видно, что прыжок есть, что она его исполняет, что она может его делать. Он докрученный, да. Но вот чего-то чуть-чуть не хватает пока что. А чуть-чуть корпус у нее был сзади больше, чем надо. Надо было его оставить спереди, она бы тогда его сделала. Такое часто бывает на четверном луце. А все остальное, все четко, здорово, докручено, чисто. Все вращения четвертого уровня, накал страстей держала. То есть не хватило только вот этого маленького пазла в виде четверного луца. Ты сказал, что так часто бывает именно на четверном луце, то есть на других прыжках не так часто. Имеется в виду, На что луце у просто это такой очень... заход у него. Это такая частая... специфический. Да, луц вообще, в принципе, необычный прыжок, потому что спортсмены заходят вправо, а начинают вращаться влево. То есть это прыжок, как это Противоход. в противоход. Единственный, который прыгается так. И ну вот в этом его и сложность. И в этот момент нужно погасить скорость корпуса, получается, да, еще, чтобы он не ушел вперед. Ну там очень много технических Много чего надо тонкостей, сделать. да. Но нет, как-то комментируя данный конкретный случай. Ну, видишь, расстроилась, но мы, тем не менее, поддерживаем Алену. Нам Конечно, кажется, все это наши был лучшие всё равно поддержки это Алене. очень Она мощный огромная прокат. молодец. Да, вот. За исполнение Ну что, произвольной Лоис, программы посмотри, на всё, Луне точно не надо. Да, зеленый, желаем, один чтобы и только четверные луч четверной не прыжки получился. так же уверенно, Будет. как тройные получались. Будет четверной. Алена может, точно На данный может. момент она занимает третье место. На данный момент на третьей позиции она по произвольной заняла 4-е место. Софья Смагина уступила всего лишь 2 балла и всего лишь 5 баллов Лидии Плескачевой. На вершине по-прежнему Лидия Плескачева, а на льду Виктория Стрельцова. Ганс Циммер и Клаус Бадельт написали эти запоминающиеся мелодии для фильма «Пираты Карибского моря». Невероятно популярные в фигурном катании. И, конечно, очень Стрельцовой, малышке Стрельцовой эта программа идет. Она такая дерзкая в этой произвольной.
Эх, Вика Виктория Стрельцова, прекраснейшая Виктория фигуристка, Стрельцова. совершенно великолепная. И один из самых, наверное, тяжелых прокатов в этом сезоне, да? У нее один Произвольно. из самых сложных контентов, потому что в заявке было 2 тройных акселя, четверной тулуп и 2 сальхова во второй части программы. Это невероятно сложно. И когда она выходит с пониманием того, что у нее вот в голове вот эта вся программа сидит, и ей надо это обязательно сделать, это очень сложно. Сколько же слез сегодня девичьих мы видели. Ой, Вика безусловный талант. То, как она прыгает, это просто восхищает и завораживает. Не раз уже говорили, что у нее вот какой-то невероятный прыжок от природы, и в том числе, конечно же, благодаря усердным тренировкам изо дня в день. Первый аксель, как он был шикарно сделан. Давайте посмотрим. Ну, просто Как по учебнику. замечательно, да. Просто вот лучше, можно- лучше не представить вообще. Ну и вот здесь начались ошибки со второго акселя. Пошли они на усложнение именно на этом старте. Возможно, это ее немножко сбило, да, потому что дальше ошибка на тулупе и, к сожалению, падение с сальхова во второй половине. Там она сориентировалась, на еще один сальхов уже не стала идти. Ну вот, не раз говорила и повторюсь, что у нее такой огромный прыжок и такая вот эта сила, с которой просто надо научиться совладать, и тогда вот появится, когда эта стабильность, то вообще тяжело будет тягаться с Викой и ее контентом, потому что, правда, в заявке 2 акселя и 3 четверных, 2 из них во второй половине, это, конечно, что-то невероятное, и самое главное, легко верится, что она это выкатывает, что она это может сделать. Вот, но сегодня, к сожалению, не получилось, но это тоже цена-риск. Когда идешь на такой сложный контент, конечно, может не получиться. Ну, то есть сегодняшнее выступление — это такая суровая школа жизни получилась, да? Когда ты идешь на максимум и на услаждение, и на Но все. это вот другая сторона вот этого риска, да, Выносишь только что опыт из этого. бывают, конечно, невероятные прокаты, которые нас восхищают, но бывает и так. И все-таки дождались мы улыбку от Вики на Да, дорожке да. шагов, на хореографической последовательности. Ну, обещанная, да. Сквозь слезы это она ее дала. Это, кстати, эту тоже улыбку. очень трудно Да, сделать после кстати. такого как бы проката нечистого. Хочется как-то наоборот уйти в себя, закрыться, но нет, она молодец. Все-таки держала этот накал. Мы любим и ценим Викторию и знаем, как она катается и как она прыгает. И, конечно, желаем ей не расстраиваться, пережить этот сегодняшний день. Она уступает не только Плескачевой с Магиной, но и Приневой, занимает на данный момент лишь 4-е место. Но мы должны отметить, что Лидия Плескачева уже как минимум 2-я, а Софья Смагина, героиня сегодняшнего турнира, безусловно, уже как минимум 3-я, потому что впереди выступление лишь одной спортсменки, и это София Дзепка. Арам Хачатурян начал создавать балет «Спартак» в 1941 году, так как видел в нем символ сопротивления. Но потом балет вышел куда более мягкой интонации. Эталонной фригией всегда была Екатерина Максимова. В фигурном же катании одиночницы не так часто замахиваются на подобный эмоциональный масштаб. София Дзепка в этой программе дышит полной грудью.
Браво! Браво! Мы аплодируем этой потрясающей фигуристке и работе всего тренерского коллектива. Екатерина Моисеева, Ольга Симонова, блестящие хореографы, бывшая солистка ансамбля Моисеева, Максим Завозин, танцор великолепнейший. Все они сделали настоящий шедевр, но так как каталась сегодня София, в тот момент, когда практически уже ничто не угрожало ее первому месту, она пошла на абсолютный максимум в своем катании. Класс! Я думаю, мы как зрители можем быть просто счастливы, что сегодня София нам подарила такой прокат, потому что все восхищаются тем, как она катается, но когда это еще и в сочетании с 2 четверными прыжками, такой сложный технический набор, это, конечно, вот прям такая вишенка на торте. И в завершении сезона для Софии вот такой прокат, это, конечно, огромное счастье, что вот все удалось, потому что бывали ошибочки, но вот, а здесь вот прям... Знаете, друзья, это вообще абсолютно другой уровень. Вот вышла София, она встала в начальную позу, сделала первых 2 шикарных четверных прыжка, и вот все сегодня было. То есть это было настолько осмысленное, осознанное катание, настолько вот с пониманием, и просто добавить нечего. То есть это готовая взрослая спортсменка. Финал. Можно просто со смелостью поздравить ее с чемпионством в этом финале Гран-при. Все-таки судьи находят почему-то недокрут на тройном луце, тройном тулупе во второй части программы, который как раз сейчас на ваших экранах. Да, было. С нашей комментаторской позиции издалека этого не было заметно. Ну да, сейчас все-таки мы согласны с судьями, что небольшой недокрутик был. Но это все равно не повлияет никак на итоговую расстановку мест в турнирной таблице, поэтому здорово, просто здорово. Какая радость, что у Софии был вот такой старт в этом сезоне, да, потому что этапы Гран-при — это этапы Гран-при. На первенстве случился такой срыв в короткой программе, но есть этот финал Гран-при, важнейший турнир, такой аккорд мощнейший по завершении серии Гран-при, где прозвучало все то, что умеет делать эта спортсменка и ее тренерский коллектив. Просто счастье, вот когда все так складывается. И здесь мы видим только слезы радости. Пока что в ее карьере личный рекорд 225.03. Интересно, сколько будет сейчас? Она набирает 150 за произвольную программу. Это на 6 баллов больше, чем у Лидии Плескачевой. И 223,5 балла. Абсолютная победа Софии Дзепко в финале Гран-при России. Поздравляю вас! Давайте, нужно пойти согнать мурашки, потому что они бегают по нашим телам и мешают нам нормально функционировать. Нужно выдохнуть. Огромное счастье, что мы поработали на этих соревнованиях. Объявляется технический Да, впереди соревнования мальчиков, так что совсем скоро вновь увидимся, услышимся. А пока поздравляем девочек, все 3 призера: София Дзепко, Лидия Плескачева, Софья Смагина. Сегодня показали невероятные произвольные программы, наполненные и сложнейшими элементами ультра-си, сложной хореографии. Девочки умнички. Дамы и господа, мы начинаем торжественную церемонию награждения победительницы и призеров финала всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках Кубок Федерации среди юниорок. Победительницей турнира стала София Дзепко, Москва. Второе место заняла Лидия Плескачева, Москва.
третьем месте Софья Смагина, Москва. Награждение победительницы и призеров проводят рефери Сергей Чемоданов и технический контролер Елена Фомина. Награждается тренер победительницы Екатерина Моисеева. Фотография на память.